Приветствую, друзья! Русская армия, как можно заметить, продолжает наступательные действия и есть продвижение на ряде участков фронта. И на картах это также можно отметить. И да, они не очень большие, но тем не менее они системные. А это все-таки, знаете, очень серьезный звоночек, потому что, конечно же, где-то у натовской ЧВК ВСУ в любом случае очень скоро произойдет с такими темпами все-таки вот обвал обороны и темпы продвижения в таком случае значительно увеличатся. И, кстати, натовские наемники об этом также говорят. При этом нужно заметить, что линия фронта двигается даже там, где она стояла 1,5-2 года, в районе Северска, например. Поэтому это на самом-то деле очень хорошая тенденция. По всей линии фронта продолжают использовать беспилотники камикадзе наши русские бойцы, и на кадрах можно заметить, насколько это все-таки эффективное оружие реально 21 века. И, конечно же, количество сожженной натовской техники сейчас на поле боя просто каждые сутки, это очень, знаете, серьезная цифра. И фактически вот натовские ВПК все это дело вынужден каким-то образом сейчас срочно компенсировать, потому что если уже бронетехники в натовской ЧВК ВСУ не будет, тогда им будет значительно сложнее удержать остатки, получается, от своих позиций. Режимники Зеленского, в свою очередь, вынуждены признавать, что у них системные проблемы, и продвижение русской армии скрыть им никак не получается. И, конечно же, главное сейчас у них вот проблема на поле боя — это продвижение русской армии к Покровску и к Доброполю. И это означает, что все-таки сейчас там ведут очень тяжелые бои. И даже вот пан свадебный генерал Сырский также заявлял, что сейчас очень серьезные проблемы у них конкретно в обороне Покровска, потому что как-никак все-таки уже наши передовые отряды штурмовиков и в центральных районах находятся, и в окраинах, и сейчас там, конечно же, вот максимально жестким образом обрушают логистику и взаимосвязь подразделений натовской ЧВК ВСУ в городе. На этом фоне в Верховной Раде народный депутат Скороход уже заявила, что, оказывается, сбежавших из натовской ЧВК ВСУ дезертиров более 400 тысяч, а это уже цифра, знаете, очень и очень серьезная. С учетом того, что данную цифру озвучила депутатша от партии Зеленского, очевидно, реальная цифра дезертиров из натовской ЧВК ВСУ гораздо больше. Ну и, собственно, если бы была возможность дезертировать из натовской ЧВК ВСУ дроном натовским типа Баба-Яга, то они также это сделали бы, потому что, очевидно, сейчас наши бойцы русской армии с помощью нашего тактического ПВО дронами просто эти Бабы-Яги уничтожают в промышленных масштабах. И здесь, конечно же, разве что можно поаплодировать мастерству наших русских бойцов. При этом у режимников Зеленского сейчас появляются все новые и новые проблемы, потому что в сеть попали фотографии, каким образом уже даже специальные тележки для бойцов русской армии уже разработали для передвижения в различных трубах малого диаметра. Если, например, через вот трубу газотранспортной системы могли переходить люди, даже вот практически вот в таком более или менее свободном формате, то сейчас вот уже тележки адаптировали под прохождение труб малого диаметра. Это означает очень серьезные возможности для различных продвижений штурмовиков русской армии. Если вот по таким трубам малого диаметра могут уже с помощью тележки передвигаться наши бойцы, очевидно, очень многие места такие вот штурмовики могут попасть, ну и, естественно, обрушить полностью логистику натовской ЧВК ВСУ в тылах и навести там самый настоящий хаос, таким образом вызвав обрушение на тех или иных участках фронта. Поэтому сейчас очень серьезная проблема для режимников Зеленского, каким образом конкретно реагировать на вот подобные вот новшества, потому что таких вот моментов, труб очень много, и они в основном находятся под землей. И фактически сейчас таким образом русские бойцы могут очень серьезно нанести поражение в тыл натовской группировки войск, применяя подобного рода тактику. Встречаются у бойцов русской армии также и даже экзотические виды вооружений, и когда попадают в сеть вот такие вот фотографии, даже сложно понять, что это такое. Либо миномет, либо противотанковая пушка, либо еще что-нибудь. Но, конечно же, это далеко
далеко не все, потому что сейчас высокотехнологичная эра, и поэтому высокоточное и дальнобойное оружие — это именно то, что надо. Поэтому российский ВПК уже вот предоставил изделие 180 в серийном формате, и уже наши вот истребители российские конкретно дежурят с вот этой ракетой воздух-воздух, которая обладает дальностью под, знаете, 200 километров, а для натовских наемников это крайне, знаете, печальная история, потому что фактически авиация блока НАТО не может приблизиться к линии фронта, потому что там дежурят наши Су-35С с подобными ракетами. Предприятия нашего ВПК также радуют тем, что вот уже сделали модернизированный «Панцирь СМД», который уже наполнен такими ракетами и такими системами, которые адаптированы под уничтожение натовских дронов «Камикадзе», различных ракет баллистических атак АМС, крылатых и так далее. То есть это, можно сказать, серьезный такой прорыв в ПВО, и, конечно же, сейчас таких систем в войсках будет все больше и больше. В свою очередь, западные страны пытаются, конечно же, каким-то образом нанести удары по территории России, и вот уже ничего лучше не придумали, как скопировать дрон «Камикадзе Герань-2», но по факту нормально скопировать они, конечно же, его не могут. Ну и, собственно, можем наблюдать, как вот нашими войсками РЭБ такой один из дронов посадили, и вот его обломки дрон не сдетонировал, и мы видим, что боевая часть полностью вот скопирована с дрона «Камикадзе Герань», фактически ничего нового они придумывать не смогли. Ну и, собственно, конечно же, скопировали они ее с очень серьезным таким отдалением от реально оригинала, поэтому по боевым своим характеристикам и качествам подобная боевая часть, конечно же, ниже, как и другие вот элементы данного дрона. При этом ВКС РФ продолжают уничтожать военные объекты натовской ЧВК ВСУ оригиналами дрона «Камикадзе Герань-2», и можно заметить, что и подстанции различные горят, и различные объекты в районе Одессы и так далее. И очень много сегодня даже гиперзвуковых калибров прилетало по военному аэродрому в Староконстантинове, и по нашим данным, все-таки там удалось уничтожить одну пусковую установку ракет Патриот и то ли уничтожить, то ли очень серьезно повредить один истребитель F-16. В свою очередь, натовские наемники дронами «Камикадзе» своими пытаются атаковать различные вот железнодорожные станции, где они с спутников видят, стоят различные вот цистерны с топливом, и конкретно по этим цистернам натовские дроны «Камикадзе» и бьют, и в результате, конечно же, несколько цистерн таких вот выгорает, но по факту какого-то ощутимого военного поражения, конечно же, подобные удары просто причинить не могут, разве что это просто дополнительная нагрузка на ремонтные бригады, которые восстанавливают железнодорожные пути и различные железнодорожные там кабеля связи и электропередач. При этом сохраняется очень серьезная проблема с водой в городе Донецк и окрестностях, потому что все-таки с учетом очень засушливого периода сейчас очень тяжело там выживать, потому что водохранилища пусты фактически, и сейчас местные власти максимально делают все возможное для того, чтобы хотя бы обеспечить подачу воды один раз в 3 дня. И это, конечно же, очень такая суровая история, но с учетом того, что сейчас определенный циклон идет, все-таки есть перспектива в ближайшие недели-две водохранилища наполнятся, и эта проблема все-таки уйдет уже в прошлое. Конечно же, до конца эта проблема уйдет тогда, когда все-таки наша русская армия освободит город Славянск и, собственно, возобновится подача воды уже по нормальному каналу, который построили еще во времена Советского Союза. Ну, а пока просто вот остроту проблемы, конечно же, важно, чтобы удалось все-таки пережить. Ну, а в Соединенных Штатах Америки, насмотревшись на заявление Дональда Трампа, все-таки уже многие задумываются о его психическом реально здоровье, и они уже очень многие психологи и так далее объясняют, что у Трампа не все в порядке с головой, и, конечно же, ему нужно пройти дополнительные обследования и так далее. Ну и тут интереснейшая история, потому что это, конечно же, инициируют вот из Демократической партии США, ну, а, собственно, точно так же при Байдене с Республиканской партией инициировали подобного рода также тесты и так далее, но я напомню, тогда Байден отказался проходить
проходить когнитивный тест. Это, собственно, тест такой современный, который выдавал бы реальные умственные способности, так сказать, и адекватность восприятия реальности человека. Но Байден отказался этот когнитивный тест проходить. Ну и, конечно, я понимаю, что в ближайшее время Трампу также предложат пройти этот когнитивный тест, который бы все-таки вот дал объективную картину, насколько все-таки у него все в порядке с головой, с восприятием. Но мне что-то кажется, что, как и Байден, Трамп откажутся его проходить. На этом фоне у финансовой системы США продолжаются системные проблемы, потому что доллар отказываются покупать цивилизованные страны, такие как Китай, Индия, Россия, Иран и другие. И, конечно же, спрос в мире на доллар просто очень сильно падает. Ну, а западные страны, они, естественно, уже по инерции вынуждены печатать доллар в гигантских объемах. Ну и таким образом этот доллар становится дешевле, то есть обесценивается. Ну и с учетом подобного рода инфляции, уже, можно сказать, за 5 лет она составила уже более 30%, и это только официально. Поэтому сейчас объективно вот у западных стран проблема. Им теперь уже постепенно вот приходится все-таки продавать какие-то товары и услуги для того, чтобы покупать за границей что-либо. А раньше они просто напечатали вот денег, отправили туда, ну и приходят товары и услуги. А сейчас эта ситуация постепенно уже начинает меняться в лучшую сторону для цивилизованного человечества. Забавно то, что если Трамп раньше рассказывал, что он закончит войну за один день против России, очевидно, эту войну победой закончить Трампу не удалось от слова вообще совсем. И сейчас уже и не 100 дней Трампу не хватило, и уже заявления с Белого дома идут такие, что Соединенные Штаты не настроены на то, что вот именно максимально быстро достичь там какого-то урегулирования. Сейчас уже Соединенные Штаты перестраиваются в долгую, и очевидно вот осознание реальности и Трампу, и прочим там персонажам в международном олигархате, оно будет постепенно все-таки приходить, и таким образом они все-таки уже должны постепенно вот прийти к мысли, что вот поражение США в этом прокси-конфликте это нормальная история, приемлемая, и скоро, я думаю, что у них все-таки придет стадия принятия. При этом вчера со стороны Индии уже пришла информация о том, что они просто послали в пешее эротическое путешествие США с их различными вторичными пошлинами и так далее. Ну и уже различные аналитики подсчитали, что Индия, если вдруг откажется от российских энергоносителей, то это просто будут колоссальные потери в десятки миллиардов. Ну и, конечно же, Индия на такой шаг не согласится, потому что Индия все-таки, в отличие от стран Евросоюза, обладает суверенитетом. На территории Индии нет американских там или британских войск, в отличие от стран Евросоюза. Поэтому, естественно, Индия может послать пешее эротическое путешествие США. Конечно, также наша Родина может себе позволить независимое суверенное развитие. Именно поэтому даже на информационном поле сейчас вот уже поступила информация, что будет развиваться мессенджер Мах уже по вот принципу Вичата китайского, который будет таким глобальным национальным мессенджером, и этот мессенджер, он будет уже состыкован максимально с госуслугами и с другими сервисами государственными, и это фактически очень упростит жизнь простых россиян. Ну а в Китае тем временем пришли к выводу, что спутники Starlink Илона Маска это военные фактически спутники связи, и, конечно же, используют их в первую очередь Пентагон, и это делается, конечно же, не для того, чтобы у негров в Африке был везде интернет, а конкретно для того, чтобы боевые подразделения вот американской армии просто имели связь, ну а также подразделения мягкой силы имели возможность максимально системно давить на вот местное население в любой точке мира для того, чтобы создавать уже вот агрессивный образ конкретно вот тех вот правительств, тех стран, которые не хотят подчиняться Соединенным Штатам. А это очень, знаете, системная история, и что-то мне подсказывает, что Китай сейчас будет очень активно производить такие системы, которые, конечно же, будут выводить из строя спутники системы Starlink, если Илон Маск все-таки решит эти спутники использовать на территории Китая. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами. Также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там гораздо больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на него по традиции в описании. До скорого.